Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, недавно потребовалось мне просверлить буквально пару отверстий, и, как по закону подлости, выяснилось, что сверла необходимого для этого нет у меня. Можно было пойти завтра и купить, но нужно было, как всегда, сегодня. Поэтому вспомнил я один интересный способ изготовления сверла из подручных средств. В данном случае я буду изготавливать из болта. У меня здесь можно видеть много разных болтов, но буду изготавливать я из вот этих двух, как пример. Почему именно из болтов и почему именно из этих, я потом расскажу. Для того, чтобы из болтов получились сверла, их необходимо предварительно подготовить. Маленький болт с резьбой М6, у него я просто отпилил шляпку. Шляпка под внутренний шестигранник. А большой болт М12 решил проточить на токарном станке. Далее следует заточка. Как известно, у классических сверел две режущие кромки и винтовая канавка для отвода стружки. Проточить это все проблематично, поэтому у моих импровизированных сверел канавки нету и режущая кромка только одна. Все, что требуется, надо сточить половину диаметра, радиус, и произвести затыловку, вот так сточить на манер домика. Всего-то и делов. Конечно, обтачивать сверло, проточенное на токарном станке, с проточенным конусом, с правильной геометрией гораздо проще. Большой глубины таким сверлом не просверлишь, но поскольку у простого обывателя более 10 мм толщины сталь, как правило, не надо сверлить, металлопрокат, какой-то швеллер, двутауровая балка, этого вполне достаточно. И вот эта вот полочка очень хорошо служит для сбора стружки. Далее производим закалку и испытание. Для испытаний я решил взять стальную полосу толщиной 7,5 мм. Марка стали ее мне неизвестна, но думаю, что не мягче, чем сталь 3. Итак, маленький болт-сверло со своей задачей вполне себе справился. Единственное, что образовался небольшой скол, но это огрехи закалки. Что касается большого сверла болта, еще в процессе протачивания на токарном станке закрались у меня сомнения, то что он сделан из какой-то низколегированной стали, поддающейся закалке. На шляпке можно видеть стоит предел прочности 8,8. Но он не закалился. Пришлось взять еще один такой болт, тоже с пределом прочности 8,8, но другого производителя. Проделать все то же самое, и, как можно видеть, сверлит и сверлит вполне себе неплохо. Именно поэтому, собственно, я и решил делать сверла из болтов, потому как на шляпках есть значение предела прочности, и чем выше это значение, тем с большей вероятностью можно сказать, что болт закалится. То есть он сделан из какой-то, пусть не сколлегированной, но все-таки стали, поддающейся закалке. Ну а если исключить вариант с болтом, можно подобное сверло сделать из чего угодно. Можно из клапана. Но не все клапана поддаются закалке, сразу говорю.
Можно сделать из арматуры. Это вообще довольно-таки спорная тема. Есть на моем канале видео, где лабораторно, так сказать, подтверждаю, что арматура калится. Многие говорят, что она не калится. Нет, есть на моем канале видео по изготовлению ступенчатого сверла. Там я все это дело подробно рассказываю. Ну или как вариант можно сделать сверло из торсиона. Это вне конкуренции, потому как из торсиона делал я уже сверло. Есть на моем канале видео, где я метровый кусок шестигранника просверлил насквозь. Если арматурой и клапаном я сверлил, использовал СОЖ, здесь при сверлении вот этим импровизированным сверлом СОЖ я не использую. Нормально выглядит, да? Но еще сверлить будет. Итак, какие можно сделать выводы после всего проделанного? До этого я считал, что данный способ – это способ момента безысходности, так сказать, когда вариантов вообще нет, а просверлить отверстие надо. Но после того, как вот кусок торсиона у меня просверлил 30 отверстий, толщина металла 7 мм, без СОЖ, без перезаточки. Вначале он у меня чуть подкололся, я его заточил, и все, его можно и сейчас сверлить. После всего того, что он просверлил. Я просто уже... Терпение кончилось. Вот. Но и несколько огорчило то, что болты, на которых набита маркировка 8,8 предел прочности, один из них не калится. Может быть, я что-то напутал, может, что-то производители напутали, но один из них закалился, а второй не закалился. Вот никого не хочу очернить, но опыт показал вот так вот. Вот. Надеюсь, друзья, мое видео было для вас полезным. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем творческих успехов. До новых встреч!